Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на мой YouTube канал «Любимое дело». В этом видео я очень подробно расскажу, как сплести из газетных трубочек вот такую симпатичную вазочку. Она подойдет и для живых цветов, я чуть попозже расскажу, что для этого нужно сделать, и для сухоцветов. Для ее плетения я использую остатки трубочек, которые у меня остались от разных плетеных изделий. Здесь полное ассорти. В описании под видео я обязательно оставлю информацию, в какие цвета, в какие морилки я красила эти трубочки. Соответственно, они у меня уже обработаны. В своем отдельном видео я показываю процесс обработки очень подробно. Обязательно смотрите, ссылки в описании и в правом углу видео в подсказках. Также для плетения вазочки я использую форму. Так как вазочка у меня небольшая, поэтому использую вот такую небольшую пузатую конфетницу, которая мне поможет в самом начале придать пузатенькое основание у самой вазочки. И для основы я взяла 10 трубочек. 8 трубочек у меня пойдут в саму основу для круглого донышка. Я выкладываю вот таким образом крест-накрест 4 на 4 трубочки. Ну а 2 остальных я вместе друг с другом наращиваю. И получается одна такая большая трубочка, которой я начинаю плетать вот эту конструкцию. Я плету веревочкой в 2 трубочки, так как на видео. Здесь я показываю простое плетение круглого дна для начинающих, но если вы уже не совсем начинающие и хотите разнообразить ваши умения, то обязательно посмотрите одно мое видео, которое уже есть на канале, о плетении разных вариантов круглых донышек. Там очень интересные варианты попадаются. Я ссылку на то видео оставляю в подсказках к этому видео и в описании тоже. Первый ряд я плетаю по 4 стойки, а уже на втором ряду я эти 4 стойки делю на 2 части и оплетаю уже по 2 стойки. И так я плету 3 ряда следующих. Как только расстояние у меня между этими группами стоек начнет увеличиваться, то я и эти двойные стойки разделяю по одной и оплетаю по одной стойке. Советую не торопиться, плести осознанно, спокойно, смаковать каждый виточек и наблюдать за тем, как рабочие трубочки плавно ложатся и под стойку, и на стойку. Итак, один ряд я по одной стойке оплела. Вот такая плетеная заготовка круглого донышка у меня получилась. Здесь уже чую, что пора переходить на плетение стенок. И да, когда я начинаю примерять форму, я вижу, что в принципе, да, уже пора. Здесь у меня по форме идет очень такое плавное закругление, и, соответственно, я перехожу к плетению стенок, именно плетя далее уже по форме. Вот как в этом кадре вы видите, я форму к плетеной вот этой заготовочке закрепила простыми резинками и продолжаю дальше оплетать. Таким образом у меня получается очень-очень плавное поднятие, вот как по форме идет, так и в плетении тоже. Ну а здесь вам чисто для развлечения я вставила вот такой кадр, где показываю себя и как я плету. Бывают разные ситуации, и бывает так, что плести на столе не совсем удобно. Иногда я плету на коленках, но здесь, соответственно, я прям в прямом смысле плету на коленках. На коленке я разместила вот эту свою плетеную заготовку с формой и плету по ней. Таким образом у меня трубочки стойки не травмируются, не сгибаются. Очень удобно плести вот в таком режиме. Поделитесь в комментариях, в каких позах вы обычно плетете: стоя, сидя, на коленке, может быть, лежа. Я знаю, что некоторые лежа крутят трубочки. В общем, поделитесь в комментариях, мне будет очень интересно почитать. В принципе, можно плести и вот в таком положении, как я в этом кадре показываю. То есть форму я ставлю как бы на бок,
Здесь, конечно, я подложила толстый фетр для того, чтобы не деформировалось плетение, потому как здесь-то у нас лицевая сторона, и лучше будет, чтобы эта лицевая сторона у нас не замялась, не обтерлась об стол. В общем, фетр мне в этом плане очень помогает. Сейчас я показываю, что практически всю вот эту форму я плела. Ну, осталось тут буквально пару рядов, и я здесь отделяю форму от плетения. Здесь я буду продолжать уже плести без формы. В принципе, это сделать достаточно легко будет. Ну и, соответственно, в этом кадре я уже показываю процесс плетения без формы в качестве грузиков, чтобы у меня плетение не гуляло, ну и чтобы, конечно, было удобнее плести дальше. Я положила камешки. Можно использовать вместо камушков что-то другое, например, крупу в пакете, ну или то, что вам удобно, у вас есть под рукой. Здесь у меня форма идет на небольшое расширение, но после буквально 2 рядов я проплету еще один ряд, закрепив вот это расширение, то есть стабилизировав его, а потом я буду постепенно сужать. Здесь я специально не убыстряю процесс плетения, показываю максимально подробно, как происходит процесс сужения. В данном случае сужаю я очень-очень плавно. В сравнении с предыдущим рядом у меня сужение идет на 1-2 мм буквально внутрь. Это помогает достичь очень плавной формы пузатика. Здесь хочу сказать пару слов про применение этой вазочки, как и обещала. Вазочку можно использовать эту под сухоцветы, а можно и под живые цветы. Но вы понимаете, что, конечно, в вазочку живые цветы не поставишь, воду туда не нальешь. Соответственно, внутри вазочки должна быть какая-то стеклянная емкость. Вот это нужно продумать с момента начала плетения. Можно сразу вазочку уже оплетать с какой-нибудь баночкой, с какой-нибудь стеклянной вазочкой. И это нужно сделать заранее, иначе потом очень сложно будет подобрать емкость, которая уходит, ну, вообще помещается внутрь вазочки такой, если только она не большего размера.
Сужали мы, сужали, и вот что получилось, показываю, такая форма получается. Идем немножечко на сужение дальше, но здесь у нас стоечки короткие, поэтому я решила их в этом месте обрезать и нарастить. Наращиваю здесь, мне показался такой метод наращивания хорошим, именно так, как и рабочие трубочки. То есть я срезаю наискосок стойку и одеваю ее на новую трубочку, на новую стойку. Конечно же, нужно внутрь трубочки, в которую я вставляю конец, обязательно капнуть клея, чтобы наращивание у нас было прочным и чтобы оно ненароком не выскочило. Здесь я не могу сказать четко, до какого момента нужно сужать, то есть высчитывать диаметр самой широкой части, самой узкой, которая получится. Я все делаю на глаз. Вот я немножечко рядов проплела на сужение, посмотрела, ага, да, вот так сойдет, вот так моему глазу приятно смотреть. Здесь за кадром, конечно, я проплела чуть больше рядов на сужение, мне не очень понравилось, поэтому я расплетала. То есть так очень узкое горлышко было. Конечно, здесь смотрите по своему плетению. Возможно, вам не очень нравится вот эта часть, которая получается очень узкой у вазочки. Возможно, вам захочется не такое узкое сужение делать, вот эту часть, да, пошире. На самом деле это все индивидуально. И, конечно, чтобы глаз не замыливался, я советую делать перерывы в плетении, то есть поплели, отдохнули, поплели, может быть, сменили деятельность. Если у вас глаз уже замылился, плетете его долго, то советую делать следующее. Сплели какую-то часть в вазочке, отошли, можно сфотографировать, посмотреть на фото, как получилось, или отойти на метр и посмотреть издалека, как у вас эта вазочка смотрится. Если она у вас не полностью сплетена, дорисуйте в воображении остальную часть вазочки, да, которую вы хотите увидеть. Так вы не только развиваете глазомер, но и развиваете воображение. Конечно, так как я делаю для вас мастер-класс, я измерила все-таки по высоте, что у меня получается. В общем, сейчас у меня плетеная заготовка в высоту 16,5 сантиметров получилась, а вот эта узкая часть, которую я плела, 8 сантиметров. Но опять же говорю, здесь именно на тот размер вазочки, который у меня получаются такие, да, размеры, пропорции. После такой высоты мне показалось достаточно. Я сейчас начинаю плести горловину и немножечко отгибать края вовне. То есть чуть-чуть у меня горловина будет шире вот этого узкого горлышка. Буквально 4 ряда проплетаю и убираю рабочие трубочки. У меня горловина чуть-чуть и расширена получается. И начинаю делать загибку, но загибку здесь я вам не покажу, потому что я ее не стала снимать. У меня есть отдельное видео по загибке, это загибка розга. Обязательно смотрите то видео, если еще не смотрели. Ссылки оставляю в описании в верхнем углу видео в подсказках. И перед тем, как перейти к следующему этапу, я хорошенько лакирую эту вазочку, иначе потом уже будет поздно. Для лакировки я использую лак Tex для саун на водной основе и кисть с жесткой щетиной. Сразу ее лакирую и с внешней стороны, и с внутренней. Итак, вазочка пролакирована, и сейчас я ее буду украшать, одевать ее в платьице. Для этого я подготовила пряжу, хлопковую пряжу, и из нее буду плести макраме. Здесь я уже заранее за камерой нарезала отрезки пряжи. Получилось 16 отрезков, равны количеству стоек. В вазочке у меня 16 стоек. Здесь каждый отрезок у меня получился равен 42 сантиметрам. Это суммарно 2 длины, 2 высоты самой вазочки. То есть по высоте сама вазочка получилась 21 сантиметр, умножаю на 2, получается 42 сантиметра. Скажу, что мне этого хватило впритык, то есть я бы еще добавила сантиметров 10. И теперь я каждый отрезок пряжи закрепляю за каждой стойкой вот таким образом, как на видео. Ножничками расширяю, продеваю,
Соответственно, продеваю с другой стороны стойки, с одной стороны и с другой стороны стойки. И вот такие макарошки у меня получаются на вазочке. И на каждых 4 отрезках я начинаю плести вот такой простой узел. Это базовый узел макраме, называется плоский узел. Здесь вы видите плетение этого узелка. Я специально не ускоряю видео, чтобы вам было подробно понятно. Но я думаю, что тут сложности не возникнет. На самом деле в YouTube очень много есть подробных видеоуроков по плетению таких узелков. Если что, можете посмотреть, если вам здесь непонятно. Обязательно запоминайте принцип, как вы плетете эти узелки. И при последующем плетении узелков не меняйте этот принцип, иначе узелки будут выглядеть у вас по-разному. Вообще, когда-то я была очень тесно связана с макраме. Я даже писала по нему диплом в колледже. Очень теплые воспоминания у меня остались, что только я не делала, не плела из макраме, и жилеты, и ковры, и пинетки маленькие, и варежки, и сапожки, и каких-то игрушек плела тоже, и кашпо. Но, конечно, потом я из колледжа вышла и все это дело благополучно забыла. Откладывала эту идею в долгий ящик, откладывала желание попробовать снова макраме. И вот сейчас звезды у меня сошлись. Плетение макраме мне очень нравится сочетание. Решила попробовать на этой вазочке. У нас таких узелков в первом ряду по периметру получилось 8 штук. Потому что у нас получилось 32 веревочки, соответственно, 4 веревочки на каждый узелок, ну вот посчитайте 8 штук. Я перехожу ко второму ряду плетения узелков, и здесь я этот узелок буду плести между уже имеющимися узелками. То есть я беру от левого узелка 2 веревочки, крайние 2 правые, и от правого узелка крайние 2 левые. И на этих 4 начинаю плести новый вот этот узелок. Обратите внимание, что здесь у нас, конечно, не совсем плоскостное изделие, то есть оно меняет форму, сначала идет расширение, затем сужение, и вот в плетении узелков это тоже нужно учитывать. То есть я здесь плела узелки с небольшой натяжкой, когда шло сужение, для того, чтобы макраме вплотную прилегало к вазочке самой. Третий ряд плетения узелков я делаю точно так же, по тому же принципу, что я делала предыдущий. Эти узелки я буду плести между уже имеющимися узелками в предыдущем ряде. То есть здесь у меня левый и правый узелок. Я беру от левого узелка крайние 2 правые веревочки, от правого узелка крайние 2 левые веревочки, и на этих 4 начинаю плести новый узелок. Здесь, конечно, если вы никогда не плели макраме, то вам стоит потренироваться, чтобы у вас эти узелки выглядели аккуратно, равномерно. То есть расстояние между каждым узелком у вас было равномерным. Иначе у вас получится несимметрично просто, неаккуратно. Но в плане макраме переживать не стоит. Даже если вы где-то ошиблись, хотите переплести, переплетайте смело. Веревочки – это не наши газетные или бумажные трубочки, которыми, если мы с вами будем расплетать, то их можно выбросить и нужно новые брать. В плане макраме веревочки достаточно хорошо восстанавливаются. Если они у вас сильно зажеваны получились от узелков, то можно их слегка намочить, выпрямить, и после высыхания они будут как новые. Так что все поправимо в этом плане. Далее снимать плетение узелков я уже не стала. В принципе, здесь принцип один и тот же. И вот какая вазочка с макраме у нас получилась. На концах, на веревочках я просто завязала маленькие узелочки. Я бы проплела еще один ряд узелочков, но у меня, к сожалению, длины не хватило. Вот как я и говорила, что плюс 10 сантиметров еще к этим 2 высотам нужно добавлять. Но мне кажется, получилась очень нарядная вазочка. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, что вы об этом думаете. И, конечно, делитесь вашими успехами, удалось ли вам попробовать плетение и макраме.
Буду очень рада, если вам понравится видео и идея. Обязательно ставьте пальчики, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаю вам легкого плетения и вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!